Друзья, здравствуйте! Я добрался до порога 60-летия почти и решил устроить такой челлендж, приключение. Его можно назвать так. Долголетие, проживем до 120 лет. Причем прожить собираюсь не просто так, а очень интересно, качественно и полезно для себя и для многих других. И я не только собираюсь это сделать сам, но я еще приглашаю вас, всех, кто хочет, как минимум понаблюдать за этим. А процесс долгоиграющий, поэтому тоже придется прожить долго. Ну или те, кто хочет стать соратником и сам наступить на этот путь. В группе всегда веселее и легче это делать. И я не имею в виду там долгую жизнь, которая сидишь как на плечах у близких людей, а это, наверное, уже к тому времени престарелые будут правнуки, как плохо соображающее тело. Сидишь где-то в углу, и все думают, когда же ты уже покинешь мир иной. Нет, в этом смысла нет, зачем скотину мучить-то. А хочется прожить полноценно, для того, чтобы развиться самостоятельно, помочь другим, и чтобы было интересно. Вот. Что мне дает основание предполагать, что это получится? Во-первых, это естественный порог для человека. Существует много примеров известных широко, и в том числе существует много малоизвестных фактов, живущих долго людей. Это те люди практики, мистики, которые, в общем-то, не очень-то и афишируют это все, потому что этому не нужно, видимо. Они живут чуть-чуть в таком, в параллельном мире. Вот, это одно. А и второе, что мне дает уже, можно сказать, твердую уверенность, то, что на самом деле я уже где-то лет 15 шагаю по этому пути, и с той поры, как я начал практиковать всякие вещи, я перестал болеть. Вот уже 15-16 лет я не болею ничем. И фундаментально изменилось многое. Фундаментальное состояние физического тела, энергетика сильно изменилась. Также изменился ум. И это все создало условия для того, чтобы развивалась уже там духовная часть, составляющая. А на этом этапе уже доступны совсем другие возможности, и это все делает более легким управление там, и физическим телом, и энергетикой, и так далее. Вот. Ну, наверное, пусть это не выглядит как хвастовство, просто как факты, да, чтобы подтвердить. Я сейчас могу делать такие вещи, которые не делал лет 15-20 назад, да, в том возрасте. Например, я могу грести на байдарке там, по 6-7 часов в такой сильный ветер, там, выживать где-то один в каких-то глухих местах. Могу бегать по горам долго, могу на велосипеде 100-160 километров проезжать там, практически без остановки. В общем, появилась такая, в отличие от тех возможностей, фундаментальная такая мощная как бы основа, которая иногда вызывает удивление. Вот, так что это срабатывает. В чем идея этих практик? Это гармонизация вот всех трех составляющих наших. Физическое тело, энергетику и там, начнем там, ум, да? Ум, потом это все позволяет развить уже более высокие, более тонкие составляющие, которые уже могут управлять этими более толстыми. Хорошо. Зачем я это все сделал? Зачем я это все выношу на публичное такое пространство, в публичное поле? Те люди, которые долго живут, я не имею в виду там десяток этих бабушек, которые всем известны, да, в мире, и дай бог им здоровья, если они долго живут. Я имею в виду вот эти люди, которые там где-то живут в своем, скажем так, информационном уединении, да? Они живут себе и живут. А может быть, если бы это все стало известно, то многим людям, кто заинтересуется этим, это стало бы полезно. Как минимум свои, назовем это, преклонные годы прожить не как немощное, стареющее, больное тело, а полноценно, спокойно, развито прожить и закончить свою жизнь на такой высокой ноте. Хорошо. В общем, это будет полезно и мне, и это будет полезно
желающим всем, которые хотят пройти. А если не будет, ну так и не будет. Получится? Не получится. Но на путь я собираюсь наступить и шагать дальше. У Лао Цзы ему приписывают такую фразу, Дао Дэ Цзин в книге. Дорога в 1000 ли начинается с первого шага. Если хотите, пойдем. Я знаю путь. По крайней мере, на ближайшую перспективу.